Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же за вас будет бороться? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы сейчас находитесь в таком состоянии, когда вам нужно определиться, принять какое-то, может быть, важное решение. У каждого это будет свое решение. У кого-то это проиграется, что кто-то захочет поставить точку в отношениях. У кого-то из вас закончится период, когда, может быть, вы злоупотребляли рюмочкой чая. Да? У кого-то может начаться период, когда вы решите сменить работу, либо же куда-то уехать, переехать, да, то есть это будет у каждого свое, переворачивайте под себя и не забываем про общий расклад. Вы человек, который терпеть не может скандалы, да, вот вы мирный человек, и поэтому стараетесь обходить десятой дорогой какие-то конфликтные ситуации, и даже, может быть, вот в семье, там, с друзьями, с близкими, когда назревает какой-то конфликт, вы можете стараться сглаживать все острые углы, потому что знаете, что конфликт до добра не доведет, да? А поскольку вы очень привязчивый к людям, вы любите постоянство, да, вы не будете менять друзей каждый год, вы не будете часто менять женщин. Вот вы настолько привязанный человек, что вы стараетесь вот именно где-то закрывать глаза, где-то включать свою мудрость, хитрость, ум, да, но только чтобы не было конфликтов. Я вам скажу, что вы многие мальчишки еще молоды душой, и неважно, сколько вам лет, да пусть даже хоть и за 60, за 70, а в душе вы можете вы как ребенок в душе, вы можете порой чудить, творить что-то такое, да, дурачиться. Но понятное дело, что вы будете дурачиться только где-то в очень близком кругу, в семье, да. Такой, какой вы есть, вот настоящий, вы далеко не со всеми. Свое настоящее лицо вы не будете показывать всем и каждому. Напишите в комментариях, давайте сделаем снова маленький опрос. Вот вы любите вообще дурачиться с кем-то, ребят? Либо же вот вы серьезный дома и серьезный на работе. И не превращайтесь вы иногда в веселого такого озорного мальчишку. Вот напишите. Может быть, с кем вы любите дурачиться. Кто-то с детьми, кто-то с любимыми женщинами дурачился, да, кто-то с друзьями. Вот напишите, с кем вам больше всего нравилось это делать. Конечно же, здесь по отшельнику сейчас довольно много мне показано на раскладе одиноких людей, да. Причем, знаете, это одиночество вас угнетает. Да, вы не будете распыляться, вы не будете рассказывать, как вам плохо, хреново, как вы можете там страдать, переживать. На людях, конечно же, вы вздохнули, встрепенулись, парфюмом побрызгались и пошли спасать мир, да? А вот дома бывает, когда приходишь, и тебя, максимум может встречать четвероногий друг, здесь вас может, конечно, накрывать одиночество. Поэтому мне показано, что именно от одиночества кто-то из вас либо же сидел на рюмочке чая, да, какой-то период, либо же сейчас сидите. Но этот период одиночества, знаете, он у вас такой, я бы не сказала, что он пройдет, либо же проходил, да, если он уже закончился, такой вот прям, бесполезный период. Нет. Помимо страданий, это период какого-то самопознания, медитации. Может быть, даже вы погрузились в какие-то науки, вы что-то изучаете, вы что-то познаете. И да, многие, кстати, из вас могут даже медитировать. Напишите, ребят, кто медитацией, йогой, может быть, занимается, еще какими-то науками, да, вот. То есть вот этот период одиночества, он не пройдет вот бесследно. Вы многое познаете, многое поймете и многое научитесь. Может быть, даже уже научились, да, если этот период у вас остался позади.
Вы очень любите детей, у кого есть дети, внуки, может быть, да, но вы потрясающий папа, дедушка. Вы вот скорее с детьми, но здесь 100%, вот с маленькими детьми, у кого есть, вы можете дурачиться по полной. Я думаю, это та ситуация, когда ваши дети маленькие, либо же внуки, да, могут, ну, чуть ли не оседлать вас, и все, папа, ты сегодня лошадка, да, либо там дедушка, ты будешь у меня сегодня верный пес, верный конь и так далее. То есть дети это ваше все, дети это ваша отдушина, вы даже, может быть, скучаете, да, когда часто не видитесь, когда, может быть, ребенок там приболел, расстроен, что-то не то, да, с ним. То есть вы очень такой переживательный папа, дедушка. У кого детей нет, то вы будете хорошим папой. Просто сейчас еще, ну, не пришло время, и вы это понимаете. Многие из вас, вот у кого нет детей еще, вы понимаете, что вы созрели, вы хотели бы иметь детей, но просто не встретили еще достойную женщину. Ну, либо же не успели с бывшей, да, Буратино состругать. Итак, давайте посмотрим, кто же за вас будет бороться. Знаете, а ведь у вас есть не одна поклонница. Мы не будем сильно углубляться, пусть эта интрига немножко пощекочет вам нервишки, вы подумаете, оглянетесь, но вы, если хорошенечко так присмотритесь к своему окружению, вы поймете и увидите женщин, которые кто-то улыбается чрезмерно, кто-то пытается попадаться вам на глаза почаще, кто-то флиртует, ну то есть много разных этих всех фишечек женских, вы знаете. Но я бы выделила особо одну женщину, которая, ну, уж явно влюблена в вас, причем она может как-то вот быть связана, пересекаться, может быть, по работе. Это не обязательно, что она работает с вами. Опять же, общий расклад, у кого как проиграется. Она может у кого-то быть сотрудницей, у кого-то может быть клиенткой, да, смотря где вы работаете. Может быть, это какое-то ваше дочернее предприятие, филиал. Ну, то есть все что угодно. То есть как-то вот вы пересекаетесь по работе. Это женщина, которая, в общем-то, довольно неплохо выглядит. Она и держит осанку. Она, скорее всего, будет темноволосая, может быть, даже длинноволосая. Она знает себе цену, потому что она зарабатывает неплохо и многое чего может себе, в общем-то, позволить. У нее рядом есть мужчина. А что ж такое? Давайте посмотрим. Что ж такое? Почему она решила запасть на вас? Знаете, у нее такая ситуация, что мужчина-то есть у нее, да, она может быть даже замужней, она может жить в гражданском браке, но здесь, помимо того достатка, у нее очень так неплохо зарабатывает и мужчина ее, но в то же время он ей изменяет. Она об этом знает, но женщина не хочет терять вот это вот благополучие. Женщина, которая, знаете, она вот знает себе цену, она привыкла добиваться, чего она хочет. И поскольку вот с мужем ей, ну, не очень комфортно, даже в том же интимном плане, у них могут быть проблемы в постели. Ну, это может быть даже чисто психологический такой момент, когда она знает, что он предатель, да, что он непонятно где шляется, ей, ну, даже брезгливо как-то с ним ложиться в постель. Но, тем не менее, здесь могут быть момент того, что не просто он ее либо же содержит, либо же она живет в его доме, да. Боже, то ли птичка залетела, или это что-то где-то трепещется. Так, то есть, смотрите, я не скажу, что она корыстная дама, нет, нет, она, знаете, она морально разрушена. Здесь может быть ситуация, когда она либо же не работает, либо же она очень мало зарабатывает. То есть, если бы она ушла от этого мужчины, ей бы не за что было жить. Банально, вот не за что квартиру снять. Здесь такая ситуация, ну, не очень хорошая, да? С одной стороны, она вроде бы и не свободна, а с другой стороны, она как будто вот в плену каком-то живет, да?
Я понимаю, что сейчас многие из вас могут писать не очень хорошие комментарии, да, что зачем, вот она такая сякая. Вот вы ей понравились, да, даже влюблена, я бы сказала. Но просто, понимаете, здесь такая, ну, очень сложная ситуация, что человек реально вот каким-то образом, она зависима от этого мужа, либо же гражданского мужа, ну, неважно. Любви там нет, ничего там нет. Здесь, кстати, может быть, вот еще. Здесь может быть ситуация, когда человек, ну, то ли угрожает, человек запугивает ее, да, вот типа, если ты уйдешь, я там и то сделаю, и то сделаю. Здесь вот могут быть еще такие моменты. Очень сложный человек, очень сварливый, понимаете? И в таких ситуациях, в таком положении, в котором она находится, она еще умудряется хорошо выглядеть, следить за собой. Знаете, у нее может быть еще такой маленький опознавательный знак, какая-то, ну, то ли грустинка в глазах, то ли вообще, ну, такое, знаете, вроде бы человек и улыбается, но видно, что как-то через грусть улыбается. Понимаете? Вы с ней пересекались, да, поэтому я не скажу, что она вообще с вами не знакома, вы ее знаете. Если вы подумаете хорошенечко, вы поймете, кто. Да, вы можете не знать о ней вот этих тонкостей по поводу личной жизни, да, так плотно вы с ней могли не общаться. Но то, что она давно влюблена, она видит, какой вы и трудолюбивый, она видит, какой вы в общении, она видит, какой вы человечный, и вообще многие разные черты характера ваши она давно заметила. И когда она начинает сознательно, либо же подсознательно сравнивать вас со своим так называемым мужем, то, конечно же, этот мужчина ее не идет ни в какое сравнение с вами. Поэтому она тянется. У вас, кстати, с ней могут быть иногда такие, ну, теплые, задушевные разговоры. Не обязательно там про личную жизнь, но вот как-то ей настолько с вами тепло и комфортно. Она, знаете, даже иногда, она может иногда мечтать, вот представлять, как вы вместе, как вы одной семьей, да, детей может представлять. То есть она на вас имеет такие серьезные планы. Но опять-таки, пока она не будет уверена, допустим, что у нее с вами все получится, да, ну, она, ну, не сможет, она просто либо финансово, либо вот эти же угрозы ее будут пугать, понимаете? Здесь ее не нужно строго судить, ребят, вот не судите, да не судимы будете, как говорится, да? Здесь не та ситуация, что вот она такая злостная изменщица, нет. Здесь какая-то, ну, у нее зависимость, еще раз говорю, либо же квартирный вопрос, там материальный, что просто банально не за что, да, будет жить, плюс вот эти вот угрозы. А это немножко не та ситуация, когда женщина просто смотрит налево. Итак, что же у вас с ней будет, да? Вот когда вы проснетесь от своей такой зимней спячки, скажем так, да, когда вот эти шоры спадут с ваших глаз, я думаю, вы все-таки рискнете, вы рискнете ее завоевать. Вы поймете, кто эта женщина. Вы, кстати, будете где-то еще общаться, может быть, вот в какой-то компании будете, может быть, это на работе будет много людей, и как-то вот вы слово за слово начнете с ней общаться все больше и больше. И вы как будто прозреете, да, что как я мог раньше не замечать такую женщину. Да, вас испугает момент, что она не свободна. Да, вы можете на какой-то момент реально испугаться, отдалиться, пока все не обдумаете, не обмозгуете, не решите. Здесь могут быть поначалу у вас, ну, типа такие тайные встречи, да, потому что пока она, ну, до конца на 100% не будет уверена, что вы, допустим, будете вместе, там, вместе жить, я имею в виду, да, то, конечно же, ну, куда она пойдет? Она же не будет где-то на улице жить, да, потому что, ну, я не вижу, чтобы у нее были там где-то близко родственники, знакомые, они могут жить далеко, поэтому, ну, здесь такая дилемма. Поэтому сначала могут быть тайные встречи, но поскольку вас будет тянуть все больше и больше, она будет вот как будто строить какие-то планы, что же делать с этим мужчиной, да, и как же так полюбовно с ним разойтись, потому что она его боится.
она уйдет только тогда, когда либо же вы сделаете и предложение, ну, либо же предложите просто хотя бы жить вместе. Вот тогда она четко, без страха уже, да, она поставит точку в тех прежних отношениях. Потому что тогда она уже будет считать, что вы ее защитник, да, вы ее опора такая. Причем я вам скажу, ребят, да, те из вас, кто отстранится, да, вот на какой-то период, она реально будет за вас бороться, потому что, ну, слишком сильно вы западете ей в душу, ну, либо же уже запали, понимаете? Даже если вы отстранитесь от нее, она будет все равно вам звонить, писать, она испугается, а что случилось, почему ты не звонишь, почему ты не пишешь? Она реально будет за вас готова бороться, потому что, ну, вот говоря простыми словами, она скажет вам, да, что я не хочу тебя терять, я не хочу терять такого мужчину. Она будет думать это 100%, да, что такие мужчины на дороге не валяются. Поэтому она будет бороться, даже когда вы отстранитесь, испугаетесь, пока будете это все обмозговывать. Но все равно впереди у вас с ней счастье, любовь и покой. Туз кубков, он не обманет, это начало новых, таких бурных, страстных отношений, когда эмоции просто переполняют. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!